Представьте себе райский остров, где природа веками жила в гармонии. Пышные субтропические леса, экзотические птицы, уникальные животные, которых больше нигде не встретишь. Но в этом земном раю притаилась смертельная опасность. Ядовитые змеи, чьи укусы уносили десятки жизней каждый год. Казалось бы, что может быть страшнее? Но однажды на остров прибыл гость, и началась настоящая экологическая катастрофа, последствия которой ощущаются до сих пор. И о том, как этот маленький пушистый зверек едва не уничтожил целый остров, и какой ценой людям удалось исправить фатальную ошибку, мы и расскажем. Представьте себе райский уголок, субтропический остров, покрытый пышными лесами, где обитают уникальные виды животных и растений. Именно таким была Мамиасима до того, как люди решили вмешаться в естественный ход вещей. А началось все с, казалось бы, благородной цели защитить местных жителей от опасных змей. Долгие годы ядовитые змеи Хабу наводили ужас на островитян. Их укусы были не просто болезненными, они несли смертельную угрозу. В 1980 году статистика была просто ужасающей. Около 400 человек пострадали от укусов, и некоторые, увы, не выжили. Ситуация требовала срочного решения. Казалось бы, ответ лежал на поверхности. Нужно было разработать эффективное противоядие. Но все оказалось не так просто. Жидкая форма лекарства требовала особых условий хранения, которых просто не было в отдаленных деревнях. А ведь именно там чаще всего и происходили несчастные случаи. Местные власти оказались в патовой ситуации. Провести электричество во все уголки острова слишком дорого и долго. Создать новое противоядие. Кто знает, возможно ли это вообще. И тут кому-то в голову пришла, как тогда казалось, гениальная идея. А что если привезти на остров животное, которое не боится змеиного яда и с удовольствием ими питается? Звучит как идеальное решение, не правда ли? Так на сцене появился главный герой нашей истории, маленький рыжий мангуст. В 1979 году на Мамиосиму прибыла небольшая группа этих зверьков, всего около 30 особей. Их миссия была ясна – избавить остров от змей Хабу и заодно разобраться с крысами. Ведь в своей родной Индии, Бангладеше и других азиатских странах мангусты славились как отличные охотники на кобр и грызунов. Поначалу казалось, что план сработал, мангусты быстро освоились на новом месте и начали активно размножаться. К 1993 году их популяция выросла настолько, что Министерство окружающей среды забило тревогу. А к 2000 году на острове уже обитало около 10 тысяч этих юрких хищников. Но вот незадача. Змеи Хабу их совершенно не интересовали. Несмотря на все свои охотничьи таланты, мангусты предпочитали более легкую добычу. Зачем рисковать, охотясь на ядовитую змею, если вокруг полно вкусных и безобидных кроликов, мышей и птиц? И тут выяснилось, что добрые намерения привели к катастрофическим последствиям. Мангусты оказались настоящим бедствием для местной экосистемы. Они с удовольствием лакомились редкими видами животных, которые просто не были готовы к появлению такого агрессивного хищника. Под угрозой исчезновения оказался уникальный вид – кролик-амами, настоящее живое ископаемое. Эти удивительные создания – последние представители древнего рода азиатских кроликов, которые когда-то обитали на материке. Теперь же их можно встретить только на 2 крошечных островах. И мангусты стали для них настоящим кошмаром. Не повезло и другим эндемичным видам. Рюкюйские крысы и несколько видов птиц, все они оказались под угрозой исчезновения. За какие-то 20 лет среда обитания некоторых мелких животных сократилась почти наполовину. Но и это еще не все. Мангусты не ограничились дикой природой. Они стали настоящим бичом для местных фермеров. Птицефермы подверглись разорению, фруктовые сады разграблению. А в довершение всего эти маленькие разбойники оказались отличными переносчиками различных болезней. Стало очевидно, что ситуация вышла из-под контроля. Нужно было срочно что-то предпринимать, иначе уникальная экосистема острова могла быть безвозвратно нарушена. И тогда японское правительство решило исправить ошибку, допущенную четверть века назад. В 2000 году стартовала масштабная программа по сокращению популяции мангустов. Это была настоящая война, в которой пришлось задействовать все возможные средства. Сначала пробовали простой метод – расставляли ловушки вдоль дорог. Но хитрые зверьки быстро раскусили эту уловку. Тогда в ход пошла тяжелая артиллерия, специально разработанные ловушки, которые не могли повредить другим животным.
Токсичные приманки и хитроумные аттрактанты, привлекающие мангустов по запаху. Даже специально обученные собаки были привлечены к охоте. Местные жители тоже не остались в стороне. С 2005 года на острове действовали настоящие отряды охотников на мангустов. Добровольцы прочесывали леса и горы в поисках пушистых нарушителей спокойствия. Борьба была долгой и упорной. Потребовалось почти 25 лет, чтобы полностью очистить остров от инвазивного вида. Было поймано около 32 тысяч особей. И вот, наконец, в 2018 году был зафиксирован последний случай поимки мангуста. С тех пор новых встреч не было. Это была настоящая победа. Японии удалось то, что не получилось ни у одной другой страны, полностью искоренить популяции мангустов на таком большом острове. Эксперты были в восторге. Ну, кроме самих мангустов, разумеется. Но что же стало со змеями, из-за которых все началось? Оказывается, пока люди боролись с мангустами, проблема укусов хабу постепенно решилась сама собой. К 2020 году количество случаев сократилось до 60 в год. А главное, с 1992 года не было зарегистрировано ни одного смертельного исхода. Все дело в том, что люди научились жить по соседству с опасными соседями. Противоядие стало более доступным. Появились эффективные методы профилактики. Оказалось, что змеи не так страшны, как о них говорят. История острова Амамиасима стала настоящим уроком для всего мира. Она показала, насколько опасным может быть необдуманное вмешательство в природные процессы. Даже самые добрые намерения могут привести к катастрофическим последствиям, если не учитывать все возможные риски. Но этот случай также демонстрирует, что даже самые сложные проблемы можно решить, если действовать сообща и не опускать руки. Японцам потребовалось почти полвека, чтобы исправить ошибку, но они справились. Сегодня Амамиасима снова становится райским уголком, где редкие виды животных и растений могут жить без страха, но работа еще не закончена. Мангусты все еще обитают на других японских островах, в том числе на Окинаве. И теперь, вооружившись опытом Амамиасимы, экологи готовятся к новым сражениям за сохранение природного баланса. Так что в следующий раз, когда вам захочется привести в свой сад экзотическое животное для борьбы с вредителями, вспомните историю мангустов на Амамиосиме. Иногда лучшее решение – это позволить природе идти своим чередом, лишь немного корректируя ее курс, а не пытаясь полностью изменить естественный порядок вещей. А пока давайте порадуемся за жителей Амамиасимы, которые наконец-то могут спокойно гулять по своему прекрасному острову, не опасаясь ни ядовитых змей, ни чересчур активных мангустов. И может быть, когда-нибудь мы сможем посетить этот удивительный уголок планеты и увидеть, как природа восстанавливает утраченное равновесие. Дорогие зрители, если вам понравилась эта история, обязательно поставьте палец вверх и поделитесь этим рассказом со своими друзьями. Если вы впервые на этом канале и еще не подписаны, рекомендую подписаться прямо сейчас, чтобы не пропустить очередную захватывающую историю.